Приветствую, земляне! У микрофона Планета, а это новый ролик по игре Watcher of Realms. Данный ролик будет посвящен арене, потому что на стриме после ввода Изабелли очень просили снять видосик с таймингами на воздушную арену, с заменами все той же всеми любимой Гретхен. Ну и в целом покажу вам вариации патчей, которые могут играть там где-то в Повелителе и в около Верховном Повелителе через Изабель. Ставь лайкос, подписочка приму. Начинаем после небольшой рекламы. Эй ты! Да-да, именно ты! До сих пор не знаешь, как задонатить в игру или пополнить Steam быстро и выгодно? Сегодня это не проблема, ведь есть Donatов.net. Подписка на сервисы, изобилие популярных игр, все собрано на одном сайте по самым лучшим ценам. Ты можешь быть уверен в выгоде операции, ведь она дешевле, чем в самой игре. Наш любимый Watcher of Realms не исключение. Больше не нужно передавать свои личные данные, для пополнения достаточно только ваш ID. На сайте расписана подробная инструкция для пополнения вашего аккаунта. А при регистрации по моей ссылке ты получишь купон со скидкой на первую покупку. Земляне, у донатов нет, можно принять участие в бесплатных ежедневных раздачах. Лутайте декоины и сразу пополняйте любимые игры. Так, ну что, земляне, пришлось ночью посидеть, поиграть, зайти в Верховного Повелителя, чтобы вам в целом показать тайминги. Ситуация вот такая вот, видите, вот Killer Saint, привет, вжарил меня с 5-й Гретхен, с 5-й Изабелькой. Ну и тут, как вы видите, вот мои нападения. Плюс-минус сыграл ночь, чтобы зайти в Верховного. Какая ситуация? В общем, давайте сейчас в лайве расскажу изначальную пачку. Да, вот давайте вот на человека со второй нападем. Тут третий граф. В общем, идеальный сетап, вот он. Это у нас сама Изабель, граф Дракула, Гретхен, Дяочань и Валара. Это идеальный вариант. Мы сегодня с вами рассмотрим этот вариант, его тайминги. Мы рассмотрим замену Гретхен и рассмотрим замену Гретхен плюс Валара. Вдруг, если у вас нету ни той, ни другой, не печальтесь. Даже в Повелителе можно будет играть без этих двух героинь. Я покажу, чем. В общем, давайте, наверное, перед тем, как будем нападать, я покажу сразу же обвес, чтобы вы понимали, к чему и как вам героев готовить. Вот, пожалуйста, Изабелька. Если вы не видели видос с тестами по ней, обязательно посмотрите, чтобы было меньше вопросов, почему именно сет Песнь Ада, ну и так далее. В общем, здесь у меня вот такие вот шмотки, фракционное колечко, к сожалению, не 400-статное, пока еще занимаюсь выбиванием данного кольца из Песни Ада. Ну и здесь, естественно, 400, тут вообще вот без крит-шанса. То есть характеристики такие: 23 400 атаки, 514 скорости атаки, 367,5 КУ. Интервалка у нее 2,9 секунды. Скорость атаки влияет на интервал наложения ее семян, поэтому здесь имейте это в виду, скорость атаки будет не лишней. Но амулет не нужно давать. С учетом того, что ее лидерка не дает никакого буста, кроме залива ярости, да, то есть фракционка сама по себе у каждого хаосита повышает урон, да, от просаженности ХП. Но если у Гана, помимо этого, он еще повышает атаку, то Изабель не повышает тут ничего, кроме залива ярости. Поэтому крит-урон мы уже здесь билдить, как в билдах, к примеру, с Ганом, не будем. Артефакт ее личный, но, честно сказать, мне местами рука Рока вообще показалась ничем не хуже, чем Вечные Муки. Потому что, по сути, графу Дракуле, вот то, что она вот тут вот уязвимости вот эти все накладывает, ему, честно говоря, вообще до лампочки, оно ему не надо. А вот рука Рока сама по себе разгоняет урон лучше, чем Вечные Муки. Поэтому, если у вас не 25-е Вечные Муки, то рука Рока — это безоговорочно ваш выбор. Это тут не нужно, понимаете? Здесь какая ситуация? Этот артефакт больше как саппортский. И если мы прям сравним, 25% урона и 10% пробивания — это выше намного по КПД, чем просто 35%. Это важно иметь в виду, потому что я вот протестил, то разницы не заметил. Вот именно если сравнивать их 25-й, вообще особо, что рука Рока, да, что вот Вечные Муки. У меня здесь просто, видите, как будто бы, ну, поприкольнее проки. И, может быть, из-за этого разницы особо не было. Но как будто бы, в
целом, руку Рока носить на Изабель не зазорно. Хорошо, здесь разобрались, давайте дальше. Граф Дракула. Здесь также билд меняется. Не больше одной шмотки на крит урон ему одеваем, все остальное атака. Почему? Потому что все то же самое связано с лидеркой Изабель, которая не дает дополнительных бустов к статам, к урону и так далее. Просто залив ярости, он чаще ультует, но мы его все равно будем ультовать по таймингу. Тут браслетик надо будет переодеть, что-то он у меня тут с ОЗшкой. В общем, билдим по 4 стату. По возможности, если у вас есть. Если у вас нету, то вот как будто бы вот такого вот плана, видите, даже такая вот шмотка уже у меня будет ему лучше. Поэтому давайте ее дадим. Еще плюс 6 скорости атаки. Все. Хорошо, поменяли. Давайте посмотрим финальные характеристики. 23 тысячи нищих атаки, 523 скорости атаки, 402 КУ. Артефакт, естественно, его личный. Ну и здесь доработки, вот вы сами их видите. Дальше, Гретхен. Гретхен у меня здесь беспробудная. Если у вас есть на первой пробуде, то там чуть-чуть тоже механики игры ее на последних волнах другие. Тоже объясню. Тут у меня есть на нее хорошенькая такая 4-статка хаоситов. Пока что не прокают молотки, но в скором времени поменяю на нее. А так пока что вот такие вот статы, просто 4-статка. Фракционка у нее здесь, видите, кошмара, но она же не принадлежит кошмару. Здесь вот такие вот характеристики в катаклизме. Здесь вот такие вот характеристики в шмоте. Почти 100% крит шанс. 24 800 атаки, 523 скорости, 353,5 КУ. Артефакт у нее здесь расколотый Эфес. Вот такие вот доработки. Погнали Дяочань. Дяочань обычный вдохновитель. То есть здесь у меня вот, к примеру, в пушке просто агрессия. Хотелось бы получить 5% к атаке, но, к сожалению, не дает. 17 718 атаки. Артефакт вот такой вот. Такие вот доработки. Можно, конечно же, и получше, но как есть. Ну и Валара, естественно. Валара у меня здесь 5-я пробуда. Катаклизм. Вот такие вот шмотки. Вот такая вот фракционочка судей. Вкусная вообще. Дальше такие вот шмотки. И давайте финальные характеристики. 30 161 атаки. На самом деле слабо. 532 скорости атаки и 349,5 КУ. Артефакт ее личный. Вот такие вот доработки. Ну и теперь давайте уже переходить непосредственно к долбежке оппонента. В общем, Сирус 1522. Гутен Морген, Гутен Так. В общем, спасибо за то, что будешь, как говорится, подопытным кроликом. Расстановка у нас стандартная. Изабелька у нас стоит 13 монет. Самое вкусное место расположения данного табурета вот здесь. Вот мы ее выставляем, все, она выходит, начинаем. Давайте смотреть. Она начинает раскидывать семена. Видите, у человека чуть-чуть по скорости слабее, чем моя, потому что он медленнее кинул семечку. И смотрим. Тики вот по 71, у него по 67. То есть у нас по 4000 изначального урона как будто бы больше. Но, честно сказать, в начале особо это не роляет. Дальше выставляем Дяочань, сразу же переключаем, бам-бам-бим, ничья, по-моему. Не, победа, гляньте, выиграли. А вот здесь, внимание, земляне, момент. Смотрите, стрекоза выходит. Мы ждем выхода второй стрекозы. Проще, смотрите, нажимайте на Дяочань, потому что когда нажимаете на Изабель, вот эта вот куча писек вот этих, которые ее ультимативная способность, нам мешает просто наблюдать за процессом. Смотрите. Полетел первый стрекоз, сейчас вылетает вторая и замахивается Изабель кидать в нее семечку. Вот, пока не накинет семечку, не ультите, потому что не убьете. Смотрите, наблюдаете за, можете даже поджимать вот так вот Дяочаньку, чтобы время... Видите, смотрите, сейчас будет лететь снаряд, видите, рука полетела. Видите, летит снаряд. Я обычно прожимаю, когда снаряд долетает вот до среднего портала вылета мухи, все, о, хоп, смотрите, бам, и все равно, видите, нам не хватает. Вот если человек добил, какой-то разброс урона пошел, видите, я чуть-чуть не добил. Но это самый идеальный тайминг, который вот я протестировал. Надо ждать семечку, потому что без семечки нет уязвимости к физ-урону, и у вас, соответственно, урона меньше. И у вас второй стрекоз будет на пол хп, и будет у вас тикать база. Хорошо, дальше, выходят рыбки. Я видел тайминги, где люди на третьей волне ультуют, на второй не ультуют. Это не надо делать. Вот смотрите, здесь у нас просто цепная реакция. У нас еще и урон плюс-минус одинаковый. Вот, выставляем графа. Все, поехали. Смотрим, сейчас он даже может быть с цепной реакцией, быстрее убьет, видите? Это нормально. Теперь тут, внимание, важно. Смотрите, рыба умирает сейчас.
Видите, умирает. И буквально через секундочку можете прожимать графа заранее, именно на 3-й волне с переходом на 4-ю. Потому что смотрите, что происходит. Я сейчас выиграю у него эту волну. Потому что прожался заблаговременно. Но здесь есть одно но. Спасибо за фоллоу. Здесь есть одно но. Вы, если будете бить БС ниже, чем настраивали, то вы можете закончить волну раньше, и у вас граф Дракула не ультанет вообще. Вот здесь вот важно. Либо руками подстраиваете весь этот момент, либо же все-таки ультуете на начале 4-й волны, чтобы у вас ничего не сбивалось, потому что привязка идет к таймингам, да, конкретно. Вот начало 4-й волны у вас всегда граф Дракула будет ультить именно в начале 4-й. Но почему выгоднее ультовать в конце 3-й, вот вы видите сами. То есть я чуть-чуть быстрее ультанул и все, потому что граф пока разгонится, пока он выпьет себе хп, а чем ниже хп, тем он больше бьет, поэтому, ну вот такая вот ситуация. Видите, мы выиграли у соперника тик. 5-я волна. 5-я волна у нас математика. Смотрите, 3.19 таймер. Рыбки умирают, как вы убедились уже до этого, тиками, то есть цепной реакцией. Мы на них не обращаем внимания. Сейчас вылетит 2 больших ската, и на 3.12 появляется последний скат, то есть второй. Смотрите, вылетает первый на 3.16, и где-то на 3.12 вылетает второй. Смотрите, вот, хоп, сейчас 3.12. Только вы увидите его усы, вылетающие из портала, надо ультить. И это будет наш тайминг, который запишется навсегда. Смотрите, сейчас пойдет цепная реакция, мы видим усы. Вот он полетел, даже 3.11 почти, хоп. Идеально. Красота. Вообще, выставляем Валару, надо было выставить чуть-чуть раньше, чтобы залился, у нас граф успел. Ну, ничего страшного. Все, теперь здесь ситуация. В идеале и на этой волне, перед смертью вот этого ската ультовать, но тут не рекомендую, потому что ситуации бывают разные. Соперник мог добить вот этого ската раньше. И мы бы сейчас на следующей волне с незалитым графом бы... стрекозу вот эту большую, которая полетит, ну не стрекоза, не знаю, короче, летающий аппарат, который будет вылетать, мы его будем пропускать чуть-чуть, поэтому нам этого не хочется. Мы ждем именно начала волны, то есть давайте через дяо будем время ускорять. Вот, начало волны ждем, давайте ускоряем, 2.59, сейчас таймер обновится. То есть тонкая настройка выглядит всегда вот таким вот образом. Мы вот ждем, все, ультуем графом, видите? Соперник ультанул чуть-чуть раньше, но у него граф бьет, да, одинаково плюс-минус у нас бьет. Короче, здесь какая ситуация, у кого быстрее будет кидаться семечко, перекидываться на следующего ската, у того ситуация получше. Все. Следующая волна, 7-я, тоже математическая, ждем начала волны, все, полетели головешки. Вылетает 14 головешек, здесь вот 4, 4, видите, первая волна 4, вторая волна 4, 8. И следующая волна вылетит 6. То есть у нас получается 3 волны, не 4, 3 волны головешек. И головешки появляются где-то на 3.10. То есть нам надо ультануть с Изабелькой. Смотрите как. То есть мы смотрим, видите, полетела вот тычка, вот это вот ее семечко. Вот нам желательно, чтобы она повесила на кого-то семечку вот из вылетевших голов. Смотрите, полетела семечко. Видите, полетела, ультую. Все, я ультую. Но все равно, видите, у меня плохо получилось, соперник выигрывает. Здесь как повезет, потому что она выбирает семечкой цель рандомно, она может выбрать заднюю цель, ульта привязывается к семечке, и тогда у нас получается цепная реакция тоже. Это достаточно прикольная штука, но это вот именно та рандомная механика, которая будет некоторые ваши бои даже на автобое руинить, потому что вы там можете не добить, а в следующем сделать все идеально. Ну, короче, Изабель это такая приятная версия Леди Александры. То есть ее рандом не такой уж прям критичный. Все, у нас начинаются математические волны. Смотрите, пока что по тестам я и не понял. Как лучше, давать Гретхен полностью накидать стаки, чтобы она дала крит урон графу, либо же самой ей ультить всегда, чтобы она не бафала, но била, да, то есть посильнее. Тут пока что, честно говоря, у меня нету какого-то объективного совета, чтобы это всегда было эффективно. Смотрите, у нас вылетают уже мобы. На 4.51 ультуется графом. Видите, у нас села
Валара на 4.51 мы будем ультовать с вами графом. То есть у нас здесь пока что проблем никаких не будет. Ждем именно 4.51, ультуем. Все, видите, здесь ситуация следующая. Если прожать Гретхен сейчас, я эту волну, скорее всего, у человека выиграю. Почему? Потому что, видите, вот эти вот головешки у нас, они умирают почти в один такт с мобами. Тут просто у человека, ну, у него, видите, уже проблемы, посыпался, да. Но бывают такие моменты, что именно за вот этой вот головы, которая долетает до Валары, идет проигрыш. Но смотрите следующее. У нас уже Гретхен на фулл ульте. Ждем следующую волну, ультуем Гретхен. Ультуем сразу же Изабелью, только выходят мобы. Я видел ультимативные способности в последнего моба вот тут вот, на последней волне. Никогда так не делайте. Потому что Изабель припечатывает моба вот сюда вот. И кроме графа этого моба никто не бьет. А моб бывает вылетает вот сюда вот. Если она его не будет прибивать, то моб вылетает сюда, и его еще бьет Гретхен. И когда такое происходит, как раз таки те, кто ультует в последнего моба Изабелькой, проигрывают. Все, смотрим, видите, пошло. У нас пошла заливка ярости от Гретхен. Как раз таки Валарка у нас сейчас успеет. Мы ультуем сразу же Валара. И где-то на 4.46 я ультую графом. Все, видите. И смотрите ситуацию. Чтобы у вас там... Ну, не нужно автоультимейты нажимать, потому что Изабель заливается до последнего моба. Я не рекомендую прожимать ее ульт, честно. Вот мы сейчас даже проиграем, скорее всего, эту волну, да, потому что, ну, бывает такое. Вот, видите, Изабелька у него ультила, не ультила, короче, непонятно. В общем, вот такая вот настройка. В принципе, я переодел графа, давайте даже перезапишем. Нажимаем загрузить. Пока что надо вот последние две волны подтянуть, потому что я то выигрываю последнюю девятую, то проигрываю. Смотрим, видите, у соперника граф набил больше, моя Изабелька набила больше, чем его, но поэтому и его граф набил больше, потому что у него Изабелька не воровала урона. Валарка у него больше набила, ну и моя Гретхен. В общем, настройка вот такого вот плана. Надеюсь, по таймингам тут все понятно. Я покажу демонстрацию. Так, меня он кто-то даже ударил. Вот видите, с Вара Дракусом даже пачки есть. Давайте вот, наверное, давайте даже посмотрим, как сработала моя защита. Но получается, защита была предыдущая, где у меня граф был с амулетом на здоровье. Давайте наблюдаем. Хелл, привет. Спасибо как раз таки за демонстрацию. Посмотрим, как работает Вара Дракус, если у кого нету Гретхен. Все, мы видим, что первую волну я отжал. Давайте смотреть по таймингам, как человек прожимается, как я. Ну, моя Изабелька посильнее, сразу видно. По шмоту, по крайней мере. Так, окей. Давайте дальше наблюдать. Все, видите, цепочка пошла. Плюс-минус туда-сюда. Бам-бам-бим-бим. Волну мы проиграли. Тут граф Дракула сразу выставляется с ультимейтом. Обалдеть. Ого. Видите, человек даже сразу же выставился и ультанул. И, видите, по темпу чуть-чуть выиграл. Ну, а тут смотрим, видите, оп, точечная настройка. Идеальный вариант. Вот на пятой волне мне очень нравится. Вот именно, когда вы ждете, когда вылетает именно вот этот вот скат последний, ультуете в него. И зачастую это прям клин, победа. Очень крутая волна. Вот именно получилось нащупать вот этот тайминг. Ну, и здесь, видите, вот. Бывает вот такое вот, потому что семечко полетело в среднюю голову и всех зацепило. Ну, а бывает, как бывает. И все, здесь пошли. Я думаю, здесь я могу проиграть последнюю волну, да. Видите, вот у меня еще один моб. Почему проигрываю? Потому что Гретхен не ультую. И, скорее всего, может быть, даже надо пересмотреть вариант, чтобы Гретхен ультовать просто при выставлении. Но с первой пробудой Гретхен таких проблем не бывает. Видите, Вара выставился, чисто Вара здесь и герой, который заменяет Гретхен, они тут чисто на один раз. Я объясню, покажу зачем. В общем, давайте посмотрим. Вот видите, 5 лямов урона он нанес. Ну, а так вот, сами видите. То есть моя Изабелька что-то по дамагу поменьше, но хотя, видите, граф Дракула больше настукал. Хорошо, поехали смотреть альтернативы. Итак, одна из неплохих замен Гретхен — это Эрлан Шень. Тут у меня Эрлан Шень на третьей пробуде. Рекомендуется, чтобы он был хотя бы на первой, потому что тогда он очень хорошо заливается по ярости, накидывает свои уязвимости, ну, прям с кайфом. И если берете Эрлана Шеня, то, ну,
реально Изабельку лучше одевайте в руку Рока. Здесь будет у меня фракционное кольцо судей, ну и личная шмотка Эрлана Шеня. То есть все, по шмотам ничего не меняется. Буду нападать сам на себя, видите, в команде защиты. То есть я сам себе записал, типа, вот эту метовую пачку. И давайте смотреть, как мы будем работать с Эрланом Шенем руками. По стандарту выставляемся, сразу же выставляем Гретхен, да, на 13 монет. Вот мы ее поставили, поехали. Дальше. Копим 6 монет, Дяочань, бла-бла-бла. Здесь вообще зачем такой вот герой, как Эрлан Шень вместо Гретхен? Потому что нам просто важно убивать головешек на последних волнах. А если так посудить, честно говоря, то всю остальную работу делает граф Дракула. То есть вот если у вас графа Дракулы нету, смотрите, еще бывает по наблюдениям лучше подождать 2 тика и сразу же взорвать бах, потому что ваншот идет, видите, быстрее. Вот я вот только что записывал свою битву, и лучше подождать 2 тика на второй стрекозе, когда у вас БС выше 600+, и тогда ваншотается стрекозочка спокойно, вообще красиво все происходит. Это опять-таки по ходу записи гайда что-то пришел к такому наблюдению. Все красиво, сейчас у нас пойдет цепная реакция, бла-бла-бла. Здесь тоже как повезет кому из... Видите, все, пошел тик. Сейчас, наверное, даже в ничью сыграем. И вот как раз-таки по таймеру, когда вот у нас рыбешечка, оп, видите, взрывается. Все, мы сразу же ультуем графом. Один граф пошел, второй граф пошел. Кто у кого кунг-фу сильнее, тот и победит. Видите, за счет того, что граф в записи ультанул раньше, чем я, раньше просел, и буквально там в тик проигрыш. Здесь ситуация следующая. Я на этой записи чуть-чуть провафлился с таймингом вылета последнего ската на 3.12/11. Поэтому здесь мы сделаем это все идеально. Как будто бы, он, видите, вообще что-то прожимается еще раньше, чем нужно. А мы прожимаемся. Оп. А, нет, это просто был взрыв. Все, видите, чуть-чуть раньше я это сделал. Дальше выставляем Валару. И смотрим. То есть у нас, как я и говорил, помните, что если соперник будет убивать так же быстро, как и вы, то вылетающий скат будет вот где-то в этом диапазоне. Ну, честно говоря, не сильно это на что-либо влияет. Да, здесь я в тик проиграю, но пока что ничего критичного. Давайте летим Валарой. Поехала у нас вторая волна мобов сейчас выходит, видите, 8 из 14. И сейчас пошла следующая волна, и будет на 3.10 еще 2 головешки. Можно уже сразу же ультовать. Бах! Видите, красиво вообще. Бам! Красота. Все, выходят головы. Мы выставляем, точнее, Эрлан Шеня. Да, и на 4.51 ультуем графом. Вот, поехали. 4.51 ультанули. Эрлана Шеня можно, наверное, уже даже не включать. В этом нету необходимости никакой. Видите, все головешки уже умерли. И, честно сказать, вот видите, я Эрлана поставил, и что-то даже лучше, чем с Гретхен. Поэтому не расстраивайтесь, если у вас нету Гретхен. Видите, поехали. Все, давайте сейчас будем снимать головешки. Все, можно даже ультануть Изабелькой. Но по заливу ярости, видите, у нас Валарка не заливается. Ну, как будто бы, честно, а не пофиг, не? Давайте включаем графа. Можно будет, кстати, и такой сетапчик рассмотреть себе даже в замену. И давайте смотреть. Мы эту волну, может, даже и проиграем. Да, видите, чуть-чуть проиграли. Но, тем не менее, видите, мы в 1% выиграли. Но сама ситуация говорит о том, что если играть руками, то в большинстве своем вы все равно будете выигрывать даже равноценные вам пачки, потому что это игра руками. То есть давайте посмотрим характеристики урона. Видите, у меня даже граф тут прослакал немножечко, но Эрлан Шень набил 14 лямов. То есть если мы сравним с Гретхен, то как будто бы, блин, Эрлан Шень вообще просто красавчик. Ну а теперь поехали смотреть, если у вас, условно говоря, нету Эрлана Шеня, можно еще придумать вот такой вот вариант. Ребятки, спасибо, заливаете меня, мне приятно. Вот, кстати, с Эрлан Шенем пачка, да. Давайте смотрим атака, убираем отсюда Гретхен. Давайте посмотрим на какую-нибудь условную Леди Мину. Я надеюсь, если у вас есть Леди Мина, то можно еще ее рассмотреть, если вдруг у вас нет Эрлана Шеня. Ситуация абсолютно такая же. Просто вам нужно когда вы будете выставлять Леди Мину, да, один раз ультануть, сдержать волну головешек и все.
Все вот такие вот герои по типу как раз таки Леди Мины, Эрлан Шеня. Также, если у вас, к примеру, нет еще и Валары, я рекомендую присмотреться к герою по имени Имирет. Потому что он, во-первых, даст вам связь крови, забустит урон вашей фракции в целом, да? Это раз. А во-вторых, сам неплохо контролит, и тем более, если он у вас там, к примеру, на 3-й пробудет, то вообще, смотрите, раз тик, 2 тик, оп, и красота. Взрываем, и, видите, даже в ничью. Но всегда стабильненько, красиво. Реально, даже 1-2 тика ждете, и спина болеть не будет. Давайте, наверное, даже на X2, ведь задача просто показать, как работает замена героев. Потому что в целом тайминги и прожатия ничего абсолютно не меняется, потому что пачка строится тупо на графе Дракули и Изабельки. Все, мы вот ультуем. Эти тайминги важно делать, важно прожиматься во время, потому что все привязки по прожатиям именно в формате внутри волны, они всегда привязываются по времени. Поэтому здесь вот напоминаю, что у нас 3.12, переходящие в 3.11, вылетает вот скат. Мы прожимаемся, бах, бих, бах, все, мы красавчики. Дальше, видите, выставляем Валару. У нас снова граф Дракула где-то что-то заливается 100 лет в обед. Давайте заливаем, прожимаем и проигрываем, естественно. Ничего страшного. Хорошо, дальше выходим. Валара выходит. Вот, поехали. Сейчас выходят головешки. И когда выходят еще вот эти две головешки, бам, бум, бим, бам. Видите, в этот раз нам не повезло с семечками и произошел казус. Ну, ничего страшного, мы 2 тика... Нет, это страшно. Здесь мы уже проиграли злостно. Смотрите, на 4.51 мы ультуем графом, как всегда. Вот ультанули, да. Сейчас Леди Миной можно не ультовать, потому что, видите, в принципе, все умирает. Я бы Леди Мину оставил на последнюю волну. Тоже, видите, у меня предпоследняя волна всегда что-то какой-то казус. В общем, ультуем Леди Миной, стопаем мобов, пока у нас заливается граф Дракула, ультуем графом Дракула и Леди Миной все чистим. Видите, вообще все чистенько, даже Валару можно не прожимать. Здрасте, добрый вечер. Понятное дело, что мы здесь проиграли, но тоже выглядит, в принципе, симпатично. Давайте посмотрим, что там, сколько у нас нанесла урона Леди Мина. Можно рассмотреть также Ситру, но я Ситра не буду показывать, честно, мне не нравится. Мне не нравятся пачки с Ситрой, разработчики рекомендовали. У вас на большом БСе там с Ситрой могут пролететь мобы. И плюс, мне не очень нравится свара Дракуса. Скуса Русик схвалит, говорит, неплохо. Мне, честно говоря, не нравится, но, понятное дело, у него выбора просто нет. Я бы, Русик, на твоем месте Вара поменял бы на Эрлана Шеня, было бы в разы полезнее и прикольнее. Вот, пожалуйста, Леди Мина наносит свой дэмэдж, все круто, все классно, но тем не менее мы проиграли, ну просто потому что вот так вот произошло. Но сама по себе пачка неплохая, у меня так-то и шмот, ну, честно сказать, достаточно и неплохой, поэтому настройки вот такого вот плана не буду демонстрировать, как работает одна и та же пачка, вы это все, в принципе, только что увидели, все тайминги по прожатиям. Если будете играть руками, результат почти стопроцентный, там 98 случаев из 100 у вас будут победы, поэтому я вам желаю удачи. Кстати, по поводу Леди Мины, да, перед тем, как мы будем прощаться, я же вам не показал Леди Мину, да, давайте. Леди Мина. Вот, пожалуйста, здесь все одеваем на крит урон, песнь ада, видите, не важно, то есть атака будет, не будет, у нее нищая база, ей важно разгонять крит урон, и чем больше атаки у ваших целей, у которых она будет ее брать, тем, естественно, будет бить лучше Леди Мина. Здесь такого вот формата все. Если, к примеру, будете ставить Имирета, рекомендуется ему либо Катаклизм, либо Адский Рев. Не вот эти всякие магии души, не вот там что-нибудь такое не нужно ему одевать. Можно также рассмотреть и песнь ада. Он ультанет там сколько, 1-2 раза, пока вы его выставите. Ничего страшного в этом не будет. Это у нас Валара-заменитель. Поэтому, к примеру, если у вас нету вот такого вот формата, то можно взять вот такой формат. Ну и, естественно, Имирета. Вся проблема в чем? Имирет дорогой. Если мы будем рассматривать, что мы берем Имирета, то я бы, наверное, брал бы даже вот так. Потому что Леди Мина стоит 12 монет. Мы выставляем после графа Дракула Леди Мину, а потом уже выставляемся Имиретом. Хотя на самом деле Имирета все равно нужно выставлять после, графа, потому что графу нужно присоски. То есть, когда у него 2 присоски, он быстрее заливается. Если вы поставите Леди Мину, такого не будет.
Поэтому даже, наверное, может быть вот так. И Эрлан стоит дешевле, вы выставляете Эрлана первым, а Эмирета потом ему за спину вторым. И тогда у вас все будет хорошо. Давайте, наверное, все-таки даже попробуем проиграть этот сценарий. Я с Валарой сейчас сниму шмот, самому интересно. Давайте, полетели. Будет, так сказать, такой вот вместе с вами первый тест такой вот пачки. Не знаю, на что она на самом деле способна, но будем чекать. Поэтому видосик продолжается. Добро пожаловать, ставим лайки. Не забываем голосовать на голосование контент-креатор года. Ссылка будет в описании и в закрепленном комментарии. Земляне, вот так вот выглядит номинации Создатель года, Восходящая звезда, Мастер арены и Мастер войны гильдии в голосовании. Да, то есть, если вы не видели предыдущий ролик, я там рассказывал, как голосовать. Вот у нас есть 4 номинации, здесь участвую я. Огромное спасибо за помощь. Посмотрите, мы пока что на первом месте. Фасти, Hello, Барри. Здесь у нас также Витя Бив Геймс на 3-м месте. Ребятки, огромное спасибо вам за поддержку. И, честно говоря, я уже начинаю верить в то, что мы сможем с вами реванш совершить. Потому что в прошлом году мы Фастидиусу проиграли. И в этом году, я смотрю, у нас есть все шансы, так сказать, напомнить, что силы имеют свойство набираться и возвращаться. Огромное спасибо, всем ставлю сердечки. Также у нас здесь вот есть номинация «Восходящая звезда». Здесь у нас Слава Вайтбримыч, красавчик, очень уверенный отрыв. Чади, Hello, Хабиби. Смотрите, на 2-м месте у нас и Адам Старк на 3-м месте. То есть, видите, 2 наших блогера на призовых местах. Это все круто. Мастер арены. Здесь мы рубимся с Манго. Тут Вайтбримыч на 3-м месте. Но в этой номинации победитель всего лишь один. И, честно говоря, я думаю, Манго это выиграет. Он заслуживает, он достоин. Он красавчик, вообще тоже делает хорошие видосы. Да и Вайтбримыч красавчик из наших, да, блогеров делает контент по арене. Но, к сожалению, что-то смотрю у него по голосам прям совсем нереально уже даже на сегодняшний день нереально догнать Мангуса. Ну и в мастер войны гильдии тут у нас Дестинет, но я топлю за Сварога. Сереженька, давай, блин, я сейчас вот покажу, как ребятам будем голосовать. Я в тебя сейчас все голоса валю, я тебе отвечаю. Поехали, ёб... Ну а теперь как голосовать? Нажимаем на человечка, вот видите, здесь у меня уже циферки заполнены. Я сейчас покажу, где их взять. Вот, заходим в игру, видите, вот эти вот циферки. Вы их тут вот копируете вот этой кнопкой и возвращаетесь обратно. То есть нажимаете «Отправить проверочный код». Все, код полетел. Мы заходим обратно в игру и отправляемся в почту. У вас здесь будет гореть вот такой вот красненький кружочек. Заходите в почту. Вот, пожалуйста, наш код. 7108. То есть мы его вводим и попадаем в наш профиль. Сейчас, видите, доступные голоса 5. И я, как и обещал, сразу же вдавливаем в Серегу 5. Бабах. Полетели. Все, здесь, кстати, с голосованием бывает не сразу регистрируют. Здесь, естественно, я за Вайтбримыча вжарю 5. Все, давайте, хоп, погнали. Здесь даю Вайтбримычу с твинка, будем заливать еще и Маришку. То есть на стриме заливали Маришка, я слово сдержал, ты помнишь. Ну и, в принципе, здесь создатель года, то есть за кого кто, ну, как говорится, самострел. Не будем это делать, так сказать, в прямом эфире. Здесь, пожалуйста, голосуйте за вашего любимого контент-креатора. Надеюсь, я в их числе. Поэтому еще раз спасибо всем огромное за поддержку и внимание. Давайте продолжать видос. Давайте смотрим, выставляем девчонку. Оп-оп. И смотрим. Бах. Видите? Ну, всякое бывает. Я не знаю, от чего зависит именно здесь. Но то выигрываешь, то проигрываешь. У кого как взорвется лучше, да? Раз, тик. И во второй тик смотрим. Оп. Бам. Красота вообще. Даже перед вторым тиком буквально за полсекунды прожимаетесь. И вообще красота происходит. Все, поехали. Прожимаем рыбки. Вернее, рыбки сами прожимаются, а мы смотрим на цепную реакцию. Выставляем графа Дракулу. И вот сразу же и мультуем. Мы, кстати, сейчас, может, даже и выиграем эту волну, потому что... Обалдеть, мы эту волну выиграли, потому что у нас граф Дракула просел быстрее. Это приятно. Дальше смотрим. 3, 12, 3, 11. Мы... 3, 12. И пошел усик. Бабах.
Видите, у нас сейчас граф не заливается по ярости. Сейчас там выставится Валара, и он быстрее зальется. А мы здесь пока будем чилить, кукарекать. Выставляем Эрлана Шеня и пытаемся ультануть графом Дракулы как можно скорее, чтобы не пролетел скат. Но здесь мы и так уже, видите, проигрываем. Но как будто бы ничего страшного. Один тик — это не приговор. Все, сейчас у нас пошли головешки. Мы ультуем Эрлан Шенем, потому что мы можем себе это позволить. Почему у Эрлана пробуда его первая заливает ярость, это я напоминаю. Так, пошла следующая волна, и мы ультуем Изабелькой. Все, бах. Но тут лучше ультанулось, ничего страшного. На самом деле, бам, все. Есть. Давайте смотреть, как раз у нас еще продолжается ультимативная способность Эрлан Шеня, и мы не должны это проиграть. На 4.51 ультуем графом. Эрлан Шеня я не трогаю пока что. Видите, все проходит, но чуть-чуть видно по головешкам, да, вот смотрите. Ситуация. Мы сейчас пойдут вот эти вот тики. Все, мы вроде бы... Обалдеть, мы еще и волну выиграли, прикиньте. Ух ты. Круто. Выставляем Эмилета. Не знаю, зачем он уже нужен, если честно. Прожимаем Эрлан Шеня. Ну, ультанем Эмилетом, что поделать, пусть будет, да. Короче, как вы видите, можно абсолютно любого героя поставить. Можно даже и в 4 героя идти. И особо я не вижу, чтобы разница какая-то была прям. Я не скажу, что мы сильно проиграли, если честно. 20,5 на 60,5 с учетом того, что там Валара и Гретхен. Пачка имеет место быть. Очень даже. Забирайте. Вообще класс. Честно, ставлю лайк. Посмотрите. Эрлан Шень вообще... красавчик. Имирет чисто дракон. Вышел, покрасовался и ушел. Ну, вот какого-то плана такого. Вот переодеваем там, если вот Валара-заменитель у нас, Эрлан Шень и какого-нибудь героя контроля. То есть вместо Имирета сюда можно было спокойно взять Леди Мину. Мы бы ее выставили раньше. И как раз таки бы контролили мобов. Возможно, даже получилось выиграть последнюю волну. Земляне, вот такая вот воздушная арена. Постарался максимально подробно пощупать замены, потому что, в принципе, с метовой пачкой и так все ясно. Вы выучиваете вот эти вот циферки, когда вылетают мобы, прожимаете Изабель, и все, дело в шляпе. Ну и, естественно, графом Дракулой, чем, как вы заметили, чем раньше ты им ультанешь, тем быстрее он просядет и будет давать тебе КПД. Ну и будем закругляться. Не забываем поставить лайкос данному видосу, подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Ну и также поделитесь данным видео с друзьями, кто выбил Изабель. Пусть настраивают себе пачку. Надеюсь, данное видео им с этим поможет. В описании к данному ролику мой телеграм-канал. Там всегда самые свежие новости, актуальные промокоды и также розыгрыши. Там периодически провожу. Поэтому подписывайся, ждем именно тебя. Ну и самое важное. Играем в Watcher of Realms красиво. Увидимся, когда увидимся. Пока-пока.